Всем доброй ночи. Итак, перед вами вода и пятак. Дорогие друзья, водное пространство, водная гладь, река в частности, считались границами между миром живых и миром мертвых. Между Навью и Явью. Люди, которые спасались от злой силы, согласно многим преданиям, легендам, прыгали в реку или перепрыгивали через источник, и злая сила от них отставала. Считалось, что река, вообще водное пространство, именно протекающая вода, является проводником, является границей между мирами. Я вам дарила ритуалы, призывы мужа, жениха, мужчины вообще, как такового, да? С помощью купания, с помощью рек, заклятия возле рек. И таких работ множество. И они все действенные. Я выставляю, то есть СМС, я выставляю слова людей, комментарии, благодарности, но я не могу все выставить. А таких, скажем так, результатов огромное количество, и в том числе и для нахождения мужчин. Женщина рождена, чтобы быть любимой. Другой вопрос, когда женщина хочет быть любимой от человека, который не способен любить, она пытается в нем пробудить эту любовь. Это глупо. Но если женщине одиноко, и если ей нужна поддержка, помощь, любовь мужчины, то его можно призвать с помощью силы. И вселенская сила плохого не приведет. То есть довериться силе и получать спутников жизни. Или хотя бы выбор. Или хотя бы, пусть на время, какую-то радость. Неважно. Но получить мужчину или мужчин. Женихов призывали по-разному. Разные методы есть. Некоторые из них я вам уже дарила. Хочу подарить один из древних методов, но заговор, естественно, составлен под этот древний метод. Жениха можно призвать с помощью речной воды. Что нужно делать? Нужно подойти к реке. Это только река. Или источник. Или хотя бы водоканал. То есть вода, которая стекается, двигается. Только такая вода обозначает жизнь, судьбу, перемены. Другая вода вам мужчину не приведет, которого вы хотите. Подойти к реке, кинуть пятак, начитать 3 раза, черпнуть из реки воду, можно в бутылку, в баночку, закрыть и привезти домой. Ночью с 12 до 3 зажигаем свечи. Желательно темные свечи для освещения. Черный алтарь. Вот так стакан нужно поставить. То есть перелить в стакан, в открытое такое, открытую емкость, начитать сверху 3 раза еще раз и вылить эту воду за порог. Если вы живете в селе, конечно, это намного проще. Если вы живете в городе, значит, возьмите из этой банки воды столько, сколько вам достаточно, чтобы вылить за порог. Чтобы там не было прям, скажем так, мокро, да, ходить. И ложитесь спать, ни с кем не разговаривая, не заходя в интернет. Выберите такой день,
такое время, чтобы вам было удобно. Если вы взяли воду из реки, вы должны провести в течение 3 дней. Больше ничего не надо никуда не относить, не оставлять. Этот ритуал делается с помощью князя Аспида. Его изображали чудовищем. Аспид – это водная сила, водный дух, которого потом окрестили почему-то водного демона. На самом деле это всего лишь хранитель воды. Не водный царь, а именно хранитель воды, водного пространства. Но он имеет, конечно, демоническую сущность, и к нему именно по каким-то таким просьбам обращаются практики. Например, выкликают душу самоубийц из водных просторов. Но это болотное место, это топь, это озеро. К нему обращаются, если хотят призвать дух русалки. Это опасные работы, очень опасные. Поэтому вам туда, конечно, лезть вообще не стоит. Вы же видите, как бы я не давала работы, в любом случае я настолько сильной работы стараюсь все-таки не дарить. Хотя про дух русалки уже думала Ундину призвать. Но это для практикующих, это очень опасные работы. А вам всего лишь нужно откупиться и получить разрешение забрать воду. Водную силу себе в помощь. Итак, подходите к реке, кидайте 5 копеек, читайте над рекой 3 раза. Значит, черпнули воды, там в какой-нибудь маленькой бутылке или там в емкости, принесли домой. Дожидайтесь ночи. Черный алтарь, вот этот стакан с водой, темные свечи, желательно черные, зажгли, 3 раза начитали над водой и вылили за порог. И ложимся спать. Ни с кем не разговаривай. Через короткое время у вас от женихов отбоя не будет. Время от времени повторяйте, пока среди этих женихов не найдете того, кто вам нужен. До того времени, пока вы его не найдете, можете повторять. Ну, можно, например, раз в неделю в течение месяца это делать. Да хоть годами делайте, пока из этих женихов не найдется тот самый. Итак, читаем следующее заклинание. Запомнили? Когда вы дома это прочтете, у вас нет права потом ни с кем не говорить, ни что-либо другое. Если вы живете с мужчиной, такое проводить не рекомендуется, потому что после такого ритуала ложиться к мужчине спать – это глупо. Вы нарушаете. У вас не должно быть рядом мужской энергии. Вы должны либо расстаться с этим человеком, решить этот вопрос окончательно, поставить точку, либо ждать, пока он уйдет или что-нибудь еще. Проводить не свободным женщинам этот ритуал нельзя. Проводить женщинам до 26 лет этот ритуал нельзя. Только тем, кому уже есть 26 лет. Итак. Вода палата. Царство Аспида. Ты протекаешь между явью и навью. Я к тебе обращаюсь. Аспиду. Пятаком этим плачу. И силу твою, вечная вода, для себя беру и заклинаю. Как ты берега покоряла, волною камни омывала, деревья с корнями вырывала, силой той, грозный, непокоримый, волной могучий, веди ко мне, к моему крыльцу, женихов. Неси их ко мне, приведи их ко мне. Неси, веди, приведи, мне добрую службу сослужи. Да будет так. Еще раз. Вода палата, царство Аспида. Ты протекаешь между явью и навью. Я к тебе обращаюсь. Аспиду пятаком этим плачу. И силу твою, вечная вода, для себя беру и заклинаю. Как ты берега покоряла,
волною камни омывала, деревья с корнями вырывала. Силой той грозной, непокоримой, волной могучей веди ко мне и моему крыльцу женихов. К моему крыльцу, извиняюсь. Неси их ко мне, приведи их ко мне. Неси, веди, приведи. Мне добрую службу сослужи. Да будет так. Вода палата, царство Аспида. Ты протекаешь между Явью и Навью. Я к тебе обращаюсь. Аспиду пятаком этим плачу. И силу твою, великая вода, для себя беру и заклинаю. Как ты берега покоряла, волною камни омывала, деревья с корнями вырывала, силой той грозной, непокоримой воды, волной могучей веди ко мне, к моему крыльцу женихов. Неси их ко мне, приведи ко мне, неси, веди, приведи. Мне добрую службу сослужи. Да будет так. Так вы читаете возле воды. Вот сначала кинули пятак, прочитали 3 раза, черпнули воды, принесли домой. Когда вы ночью читаете, вы всего лишь меняете слова такие. Аспиду пятаком заплатила, потому что вы уже отдали этот пятак. Вся разница в этом. Еще раз 3 раза прочитали, значит, эту воду вылили за порог и ложитесь спать. А что потом будет, вы сами увидите.